Ребята, всем привет! Приветствую вас на моем канале. Начнем, наверное, с розыгрыша. По предыдущим видео я начинал разыгрывать 3 боевых мулов. Первый победитель у нас Эрен Егер. Второй победитель у нас Мариниур. И третий у нас победитель Стурмовик 780. Эти 3 человека выиграли мулов. Будет лежать на моем острове в Корлеоне. Всех пропишу, все как обычно. А теперь переходим к ролику. В этом видео тоже проведем конкурс, будем разыгрывать 3 ящеричек, поэтому, чтобы принять участие, нужно просто быть подписанным на мой канал, оставить абсолютно любой комментарий со своим ником в Albion Online. Через неделю выберем 3 победителей с помощью рандомайзера. Ребят, меня очень часто на стримах и просто в игре спрашивают, зачем я фармлю в Авалоне, что там такого, что там можно нафармить и почему я там бегаю. Так вот, отвечаю на ваши вопросы. Первое, что вы все время видите в Авалоне, это бродячие мобы. Они находятся на путях абсолютно в любом месте, и при их убийстве вы получаете очень много опыта. Лут там падает не всегда и очень минимум, но опыта вы получаете. Если моб Т4, вы получите около 70 тысяч опыта. А если моб будет Т8, уже от 120 до 160 тысяч опыта. Это в зависимости от того, какого моба вы убьете. Второе, что там есть, это соло-сундуки. На карте они отмечены зеленым цветом. Их фармить, не то что выгодно, но по опыту очень вкусно. Придя на место, вы увидите кучу мобов, а в конце вас будет ждать босс. В зависимости от того, какой босс, такой будет и сундук. Если босс желтый, то сундук будет зеленым. С зеленого падает примерно по моим вот меркам, сколько я фармил, от 50 до 150 тысяч серебра. Если босс будет оранжевым, с босса выпадет больше 200 тысяч опыта, а с сундука вам выпадет где-то от 150 до 300. Если босс будет красным, то опыта вам падает больше 1 миллиона. В зависимости от того, если на вас премиум, чашка, бонус, это понятно, но падает где-то больше 1 миллиона опыта. А с сундука вам упадет, если он будет фиолом и с фиолетовым сундуком, то вам упадет где-то в районе 500-700 тысяч. Если же сундук будет желтым, то есть легендарным, то вам выпадет где-то от 1 миллиона до 2 миллионов. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором тоже ведется розыгрыш. Розыгрыш там намного больше, чем на ютубе, поэтому заходите по ссылочке в описании в телеграм-канал, подписывайтесь и участвуйте в конкурсах. Фармятся соло-сундуки в одного, можно вдвоем, тоже получается неплохо. Если брать одного, то есть лучшие билды для зачистки этих сундуков, это топор, нож и друид. Но в принципе, при должной сноровке и хорошем тире одежды вы можете на абсолютно любом билде их фармить, спокойно прокачиваться. Про двоих я вообще молчу. Вдвоем, в принципе, зачищается абсолютно любой сундук легко, быстро, и опыта падает хорошо. Денежки, правда, падает маловато, но сейчас с этим везде беда. Второе, что есть в Авалоне вкусного, это групповые сундуки, то есть синие. Их уже нужно фармить группой, крепкой 5 или лучше 7. Забежать придется зачистить очень-очень много мобов, потому что территория на групповых сундуках больше, чем на сольниках. После этого вас также ждет босс, и в зависимости от цвета босса точно так же вас будет ждать сундук. Если это желтый босс, сундук зеленый. Если это оранжевый босс, сундук синий. Если это красный босс, сундук будет либо фиолетовым, либо голдовым. В зависимости от того, какой цвет сундук, естественно, вы столько денег и получите. Здесь конкретно по цифрам я уже сказать не могу, но цифры внушительные, потому что контент рассчитан на группу. Такой сундук вдвоем вы уже не заберете. Можно начинать фармить, если вы супер сильно одеты в какую-нибудь там 8-2 сундук 4, можно фармить втроем. Вот, вдвоем не рекомендуется, вы просто не успеете. Если вы будете вдвоем фармить, то в одном месте вы убьете мобов, пойдете в другой конец, там уже резнутся и все по новой, сундук у вас не откроется. Поэтому собирайте группу и идете фармить групп сундуки. Падает опыт очень хорошо, денежек падает тоже прилично. Акфарм пойдет. Также в Опене, то есть в Авалоне, открываются группики, групповые подземелья. Выглядят они на карте как вход с голубым свечением. Зайдя туда, у них есть тоже тир ресурсов, вы можете их фармить. Вдвоем они бодро фармятся.
Там намного больше лута, чем сольников, сундуков, имеется в виду зеленых. Но по опыту там, ну, такое, как в статике. Но зато там хороший лут. Если вы нарветесь на фиолетовый сундук или на голд, например, или на 5-й этаж в группике, насыпет вам ого-го. Также, помимо того, что у меня есть YouTube канал, я завел еще канал на Твиче и на Trovo. Поэтому просьба всех, у кого есть вдруг аккаунты и кто хочет мне помочь в дальнейшем развитии, подпишитесь на Twitch, подпишитесь на Trovo, зайдите, не поленитесь, все ссылочки также будут в описании. Помимо всякой прочей вкусной вкуснятины, в Авалоне есть еще и ресурсы. Про ресурсы я рассказывал в предыдущем видео, подсказка всплывет в верхнем правом углу, обязательно посмотрите, кто не посмотрел. Помимо ресурсных мобов, также здесь есть еще и прокнутые ресурсы, которые просто так стоят на локации и ждут, пока вы их вырежете. Также здесь есть и аспекты. Аспектов в Авалонии побольше, чем в Open World. Связано это с тем, что игроков здесь проходит меньше. Аспектов в соло забрать реально, поэтому нужно к этому стремиться. Если вы соберете соло аспекта, вы очень сильно бафните себе прокачку собирашки, это во-первых. Во-вторых, заработаете кучу денег, потому что ресурсы в Альбионе стоят не так уж дешево. В-третьих, чем больше тиков у ресурса, тем больше шанс забрать фолиант. Поэтому стоит вот убивать аспектов. Фолианты стоят недешево на рынке вообще, поэтому это сильно бафнет вашу прибыль. Но все же я рекомендую вам найти группу постоянную для Авалона, человека 3-5, и бегать, фармить уже активности покруче, зарабатывать денежку побольше. И так намного проще искать и ресурсных мобов, и сундуки чекать, и в принципе все в Авалоне становится веселее, если у вас есть группа. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Увидимся на просторах Альбиона.